Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я рада вас приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня мы с вами свяжем вот такую шапочку. У шапочки названий множество, можно по поисковику забить и найти. Это и как спортивная шапочка, и как шапочка с мысиком, и шапочка в поперечном вязании, и шапка с полосками. Но множество названий, так как этот вариант шапочки известен и вяжется очень-очень давно. Шапочка очень удобная, то есть хорошо облегает голову малыша. Вяжется одним полотном. При желании можно, то есть вот я буду сшивать этот шов, делать трикотажный шов. Вы можете сшить просто обыкновенным швом, как вам удобно. Очень легкое в исполнении, еще раз повторюсь, но у этой шапочки множество вариантов. Можно выполнить в другом цвете, можно ее украсить, это все по вашему желанию. Из чего вязала именно шапочку я? Я вязала ее шапочку вот из этой пряжи. Это Alizé Lana Gold 800. У нее в 100 граммах 800 метров. Я вязала в 4 ниточки спицами четверкой. Я взвесила свою шапочку, она у меня весит 39 грамм, то есть вам потребуется 40 грамм, если даже брать 50-граммовый моточек, вам вполне будет достаточно. Чтобы вы можете также поменять пряжу, сделать ее, например, 100% меринос, или то есть хлопок с мериносом, или 100% хлопок, и поменять спицы, более толстые или более тонкие, и в зависимости от этого у вас уже получится шапочка более теплая или более легкая. Все зависит от вашего желания. То есть эта шапочка хорошо смотрится и удачно, то есть пригодится вам при любой погоде, и зимой, и весной, и осенью, и то есть даже летом на выписку прекрасно подходит малышу. Ну вот и все, что нам с вами потребуется. Теперь нам с вами останется только сделать расчеты и связать эту шапочку. В первую очередь нам с вами надо будет связать образец. Я образец уже свой связала, посчитала плотность. Вот моя плотность. Получается, что 7,5 сантиметров это 12 петелек, 5,5 сантиметров это 16 рядов. И теперь мы уже с вами приступаем к расчетам для нашей шапочки. Сразу скажу, свои расчеты я делаю очень-очень давно по вот такой книге. У меня есть книга, вот она, «Вязание 100 уроков». Книга очень-очень замечательная. Книга, хочу даже по тем деньгам еще она стоила, вот смешно сказать, 1 рубль 55 копеек. Но это было очень достаточно дорого. И вот хочу даже посмотреть просто с какого же года у меня эта книга. Так, это вот 75-й год, подписано к печати, 76-й год. Мне эту книгу подарили очень давно, и я вот именно и пользуюсь расчетами, которые описаны в этой книге. Вот здесь у нас, например, шапочки, вот методика вязания этой шапочки. Вот хочу именно и сказать, что эта шапочка очень давнишняя. И вот теперь мы с вами будем считать. Значит, для 3-6 месяцев у нас обхват головы где-то идет 42-44 сантиметра. Я беру больший показатель, это 44 сантиметра. 44 сантиметра.
И из этих 44 сантиметров надо вычесть где-то 4-5 сантиметров, чтобы шапочка была довольно поплотнее прилегала к нашей голове. Я вычитаю 4 сантиметра, у меня остается 40 сантиметров. И теперь мы 40 сантиметров нам надо разделить на 6 частей, так как у нас именно принцип вязания шапочек идет основан на вязании вот таких параллелограммов 6 равных практически. Поэтому я 40 сантиметров делю на 6 частей. У меня одна часть получается 6,6 где-то вот так сантиметров. Я отметила на нашей схеме наши части, 6 частей. И теперь мы сделаем небольшие корректировки. Для этого мы от полсантиметра до сантиметра из третьей части убавим. И прибавим эти сантиметры, не сантиметров, там полсантиметра, сантиметр к первой и второй части. Также мы сделаем с четвертой частью и прибавим эту разницу к пятой и к шестой части. Я буду убавлять по 0,6 сантиметра, поэтому у меня третья часть будет 6 сантиметров. А эту разницу я разделю между первой и второй частью. Поэтому у меня получается первая часть 7 сантиметров и вторая часть 7 сантиметров. И также четвертая, и пятая, и шестая по 7 сантиметров. Еще нам с вами надо знать глубину шапочки. Глубину шапочки вы можете посмотреть по табличке. Я ее вам вот здесь поместила эту табличку. В этой табличке, по моим расчетам, глубина шапочки где-то 15-16 сантиметров. Так, у нас с вами будет глубина шапочки будет равна нашему наборному краю. Я пересчитала. Глубина шапочки моя, например, 16 сантиметров, умножить на 12 петель и разделить на 7,5. Это получается 25,6. Значит, мой наборный край будет 25 петелек и плюс 2 кромочных. Если вы хотите шапочку, чтобы она была у вас поглубже или наоборот не такой, значит, вы можете скорректировать здесь свои расчеты. Сейчас мы с вами будем считать, сколько высоту нам надо с вами связать каждый параллелограмм. Поэтому начинаем с первого. У нас с вами 7 сантиметров. Мы умножаем на 16 рядов и разделить на 5,5. И это получается 20 рядов. Значит, у нас с вами первая часть будет 20 рядов, вторая 20 рядов, пятая и шестая. И третья, четвертая я уже посчитала, у меня получается по 18 рядов. Вот и все наши с вами расчеты. Единственное, я еще хочу остановиться, что при вязании третьей и четвертой частью у нас с вами формируется мысик у нашей шапочки. У меня вот здесь шапочка уже готова. Я хочу показать, о чем именно я говорю. Вот это мысик, который мы, когда зашьем, будет у нас около по лбу проходить. Здесь можно 3 способа вязания мысика. Можно его сделать чуть поглубже. То есть он у нас с вами будет такой же длины, как и наши ушки. Поэтому здесь мы будем прибавлять и убавлять в той же последовательности, как при вывязывании ушек. Можно сделать его не таким, то есть глубоким, как я вот здесь сделала. Я здесь сделала убавление и прибавление через один лицевой ряд. Вот у нас у меня получился не такой. Можно вообще вязать без мысика. Вот здесь прямым полотном. Я это отметила ручкой. То есть, когда вы будете вязать третью и четвертую часть, по вот этой стороне вам не надо будет делать никаких ни прибавлений, ни убавлений. Вы будете просто вязать прямо. Тогда у вас вот
над лбом нашего малыша будет вот такая прямая линия. Так что вот и все наши расчеты, которые нам потребуются для вязания нашей шапочки. Поэтому мы теперь можем с вами уже начинать вязать. Я перенесла все свои расчеты вот на эту схему. Мы с вами будем вязать от бокового шва, поэтому вот стрелочкой я отметила направление нашего вязания. И сейчас мы с вами приступаем к вывязыванию первого нашего ромба. Я набираю 27 петелек, это 25 петель основного полотна плюс 2 кромочные. И мы будем с вами делать в каждом лицевом ряду в начале ряда прибавлять, в конце ряда будем делать убавление. Всего мы так с вами провяжем 20 рядов. Изнаночный ряд, я не уточнила, мы будем с вами вязать без убавлений и без прибавлений. Я набрала на спицы бросовой ниточкой, для того, чтобы у нас с вами не было сзади шапочки шва. И приступаем к нашему вязанию. Первая петелька у меня. У меня будет двойная кромочная петля, поэтому я провязываю 2 петли, это у меня будут как кромочные, затем еще одну петлю и делаю первое свое прибавление. Здесь я прибавление сделаю просто вот перекинув ниточку. В следующем ряду я покажу, чтобы не было именно дырочки. И следующие петельки мы вяжем лицевыми. Теперь мы с вами довязали практически до конца ряда. У меня на спицах осталось 4 петли. И теперь мы с вами будем делать первое наше убавление. Ну, то есть не первое, а то убавление, которое мы всегда будем делать в конце ряда. Мы третью и четвертую петлю от края провязываем вместе лицевой. Затем у нас с вами лицевая петля. И последнюю петлю я провязываю изнаночной. Это наша кромочная. Работу нашу поворачиваем. Первую кромочную снимаем. И сейчас уже вяжем все наши петли лицевыми петельками. Но мы с вами, как я и говорила, вяжем без прибавлений и убавлений. Я провязала 2 ряда. Теперь мы с вами вяжем третий ряд. Первую кромочную мы снимаем. Теперь у меня вторая, это потому что она мне двойная кромочная, вот 2 петли. Провязываем еще одну лицевую и делаем прибавление. Прибавление мы с вами, чтобы у нас с вами не было дырочки, я протяжку из предыдущего ряда накидываю на спицу и провязываю ее лицевой скрещенной. И уже дальше продолжаю свою работу. Также я ряд свой свяжу, не довязав последние 4 петли. Вот они, мои 4 петли. Я также провязываю третью и четвертую 2 вместе лицевой, еще одна у меня лицевая и последнюю изнаночную кромочной. Ряд наш третий закончен. Работу мы поворачиваем и здесь вяжем лицевыми петельками. Итак, мы с вами свяжем, как я уже и говорила, 20 рядов. Я связала 20 рядов. Если у вас нет маркера, то ряды посчитать очень легко. Вот один такой рубчик, вот этот рубчик, он соответствует одному лицевому и одному изнаночному ряду.
Поэтому вот я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рубчиков, значит 20 рядов у меня уже провязаны. Сейчас мы будем вязать с вами вторую часть. Во второй части мы будем вязать также, прибавляя и убавляя в каждом лицевом ряду. Но здесь у нас уже будет немного по-другому. Мы с вами в начале ряда будем уже убавлять, в конце ряда будем прибавлять. Кромочная, потом еще одна у меня двойная, потому что кромочная петля. Провязываем одну лицевую. И теперь с вами провязываем 2 петли вместе. И продолжаем нашу работу. У меня на спице осталось 2 петли, поэтому будем с вами делать прибавление, вот не довязывая 2 петли. Делаем также, подхватываем протяжку предыдущего ряда, одеваем ее на спицу и провязываем лицевой скрещенной. Теперь у нас с вами лицевая и последняя кромочная изнаночной. Все, у нас с вами ряд связан. Изнаночный ряд мы вяжем без прибавлений и убавлений. И так мы с вами еще провяжем 20 рядов. Я связала вторую часть. Сейчас мы с вами приступаем к вывязыванию третьей части. Третью часть мы будем вязать так же, как и первую часть, по задней части. У нас с вами будет в конце ряда, будем делать провязывать по 2 петли вместе. Если вы хотите вязать с мысиком, с таким более глубоким, значит вы будете ее вязать так же, как и вот в первой части, делая прибавления в каждом лицевом ряду. Если вы будете вообще вязать без мысика, вот здесь, то есть вы эту часть, вот здесь, третью и четвертую, вяжете без прибавления. Я буду вязать с небольшим мысиком, поэтому прибавление именно вот в этой части я буду делать. Вот я отметила ряды, но вот как у меня 18 рядов, я буду делать в 5, 9, 13 и 17. Это не от начала нашего вязания, а именно от начала вязания третьей части. Поэтому мы с вами вот первый ряд нашей третьей части вяжем так. Это двойная кромочная. Мы по правой стороне не делаем никаких ни прибавлений, ни убавлений. Вяжем просто прямо. Вот до конца ряда у нас с вами остается 4 петли. Мы поэтому третью и четвертую провязываем вместе. Одна лицевая и одна изнаночная. И продолжаем так с вами вязать нашу третью часть. В пятом ряду я сделаю одно прибавление. И, как вот еще повторюсь, сделаю прибавление в пятом, в девятом, в 13 и 17 рядах нашей третьей части. Третья часть у меня готова. Здесь вот хорошо видно мое небольшое прибавление. То есть у меня мысочек не очень большой. И что у нас с вами получается? Мы с вами сделали вот за 18 рядов 9 убавлений. И только мы же делали с вами через один лицевой ряд прибавлений, сделали 4 прибавления. Поэтому сейчас на спицах у нас с вами должно быть 22 петли. Теперь мы с вами начинаем вязать четвертую часть. В четвертой части мы с вами будем делать также через один лицевой ряд убавления с правой стороны, с левой стороны мы с вами будем делать в каждом лицевом ряду прибавление.
Я здесь вот отметила, значит, мы с вами первый и второй ряд вяжем. С правой стороны у нас с вами нет убавления. А с третьего ряда уже начнем делать убавление. Двойная кромочная. И мы с вами здесь продолжаем вязать весь ряд. Она у нас с вами, эта часть, вот хочу показать, такая же, как и вторая. Мы с левой стороны будем делать прибавление, а с правой стороны будем делать убавление. Только не каждый лицевой ряд, а через один ряд. Также вот остается у меня 2 петли. Я из промежутка предыдущего ряда достаю ниточку, провязываю лицевой скрещенной, еще одна лицевая и изнаночная. Работу поворачиваю. Здесь я буду вязать без прибавлений и убавлений, а уже в третьем ряду я с правой стороны сделаю первые убавления. Я связала 4-ю часть. Вот что у меня сейчас получается. У нас с вами на спицах должно остаться 27 петель, так как мы с вами за 9 лицевых рядов сделали 9 прибавок и сделали 4 убавки. Поэтому нам с вами осталось еще провязать 2 части. 5-ю часть мы с вами вяжем так же, как и первую, а 6-ю, как вторую. И на этом наша шапочка готова. Мы последний ряд не закрываем, так как мы с вами будем зашивать наш первый ряд и наш последний. Я хочу показать, как я сшиваю шапочку. Сшиваю я трикотажным швом. Я уже начала сшивать, вот как у меня это получается. И принцип сшивания. Вот у меня нижняя петелька, уже я иголочкой ее закрепила. Теперь мы с вами иголочкой поддеваем нашу следующую петлю. Я снимаю ее, я ее поддеваю слева направо и снимаю. Теперь мы с вами переходим уже к нашей верхней части. Я здесь петельки отплетаю постепенно. Вы, если вам удобно, можете распустить ниточку, но надо обязательно перенести или на спицу, или на что-то, чтобы они не убежали. И теперь мы с вами поддеваем уже нашу прикрепленную нить, эту петлю и иголочку. Ниточку я сразу же убираю, чтобы она мне не мешала. И уже сверху вниз мы поддеваем следующую петлю. Вот она с вами петля. Я ее пока ниточку не убираю, чтобы ее легко было прикрепить. Все. И уже теперь мы можем вот эту нашу бросовую ниточку распустить. Все, мы ее распустили. И теперь уже приступаем к петлям на спице. Иголочку нашу поддеваем, петельку, и теперь уже вторую со спицы. И так мы с вами попарно будем. Теперь возвращаемся к верхней части. Сначала мы с вами прикрепляем, которая у нас только пол петли. Мы еще разочек. Теперь следующую петлю освобождаем от ниточки. Вот она у нас с вами. Петля это получается. Я ее поддеваю, нашу петлю. Ниточку убираю, она уже нам не нужна с вами. И уже возвращаюсь вниз. Сейчас я это потом отрежу немножечко, чтобы они не мешали. И уже точно так же поддеваю слева направо.
И возвращаясь, сначала петельку мы снизу вверх поддеваем верхнюю. Теперь уже у нас с вами идет сверху вниз, мы подхватываем нашу петельку. Ниточку распускаем. Я могу здесь уже ненужные просто отрезать ниточки. И уже опять возвращаемся к нашей нижней части. И вот так мы с вами постепенно закроем все наши петли. Я сшила до макушки. И сейчас сразу же зашиваю наверх нашей шапочки. Для этого у нас с вами вот здесь остается 2 углышка. Я напротив которых углышек. И начинаю сшивать вот через эти перемычки, которые у нас с вами образовались при, когда мы вяжем, у нас кромочные боковые, и поэтому вот мы по этим кромочным петелькам, где они заканчиваются, мы аккуратненько сшиваем. Вот у нас с вами что получается. И вот здесь осталось несколько. Это я все так же зашиваю по лицевой стороне. Вот и все. То есть мы теперь иголочку выведем на изнаночную сторону. Просто мы ее закрепим. Вот так. Можно, вот, чтобы она у нас с вами ниточка не торчала. Вот в шов. Отрежем. И вот такой шов у нас с вами получился. И таким же образом мы с вами сошьем еще вот этих, то есть можно начать вот от макушечки, можно начать с этой стороны без, нет большой разницы. То есть мы с вами сошьем этот шов, и у нас с вами, ой, не так, только наоборот. Да, вот так у нас с вами должно быть. Вот. То есть вот эти углышки должны у нас соединиться в центре вот здесь нашей макушки. Вот здесь. То есть я сошью этот шов, потом перейду одной ниточкой сюда, сюда. И эта шапочка у нас с вами вся будет готова. Я маркер уберу, шапочку постираю. И уже затем, после того, как она высохнет, я пришью завязочки. И на этом вся наша работа будет полностью готова. Шапочку я постирала, она у меня высохла, и я пришила к ней завязочки. Завязочки я выполнила, связала полым шнуром, кончики украсила вот такими деревянными бусинками. И на этом шапочка моя готова. Я не стала делать никаких дополнительных украшений. По своему желанию вы можете шапочку свою дополнить или ушками, или помпончиками, или одним помпоном. Вот даже, опять я вернусь к своей книге, что же нам рекомендуют, как вязать эту шапочку. Вот, спортивную шапочку рекомендуется вязать двусторонними вязками. Хорошо использовать вязки с горизонтальными направлениями. Например, платочную, рубчик, поперечную резинку. Смещение 3 на 3, меняя направление смещения в каждом параллелограмме. При вязании 3-4 параллелограммов можно как отделку сделать по центру цветные полоски или выделить эти параллелограммы нитью другого цвета. Поэтому, как видите, множество вариантов, чтобы украсить нашу шапочку. И в конечном итоге у вашего малыша будет всегда очень удобная и комфортная шапочка. Ну, надеюсь, все было понятно. До свидания, мои дорогие. До новых встреч.